Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Хочу поприветствовать всех тех зрителей, которые постоянно смотрят, зрителей, которые с нами уже долгие годы, всех, а также новых зрителей, которые присоединяются к нашей движухе. Настоятельно новым зрителям рекомендую подписаться на наш канал, потому что дальше будет только интереснее и интереснее. После долгих мучений было принято решение о покупке Зила сидельного тягача. Выбора вообще нету этих автомобилей, поэтому, наверное, придется брать, ну, что есть, скажем так. Основная, конечно, часть Зила будет распилена, поэтому, я думаю, сильно за состоянием гнаться нам смысла большого нету. Но, тем не менее, хочется, чтобы ходовая была все-таки живая. Поэтому сейчас я выдвигаюсь в Могилев в очень срочном порядке, потому что там вроде бы нарисовались еще альтернативные покупатели. Либо нас разводят, знаете, как обычно, либо, ну, не знаю. В общем, выскакиваем в Могилев. Нам нужно выбрать из двух машин одну. На улице 30-ка жары, очень жарко. Не знаю, удастся ли сегодня забрать. Наверное, вряд ли, потому что выезжаю один. Вот, но нам главное договориться с продавцом о всех нюансах и, в принципе, уже после этого съездить и забрать машину. Вы все меня спрашиваете, как Патрол ведет себя. Ну, пока что, я вам признаюсь честно, все хорошо. Вот, есть у него недостатки, не горит приборка у него ночью, отходит вот здесь вот цифры, но работают все системы. Кондиционер у нас работает, очень актуальная вещь в такую погоду, как сейчас. Но остальное уже все. Есть немного подтеки у нас по топливной системе, там где-то плывет солярочка, но с этим разберемся чуть попозже. Сейчас нам нужно выхватить ЗИЛ сидельный тягач. Почему сидельный тягач? Это одно из условий моих, скажем так, потому что машина должна быть не тяжелой. Вот, ну, и еще у него две лебедки. Если вы не видели обзор и выбор наших ЗИЛов, то можете посмотреть предыдущую серию с нашим новым проектом. Все, выдвигаемся. Город наш закончился. Едем не спеша, 90-100. Машину не гоним, бережем. Я пристегнулся, не надо писать. Ну вот мы уже и подъезжаем к Могилеву. Кольцо. Хозяин нас ждет уже. Сейчас будем выбирать из двух машин. Нам нужно выбрать какую-то одну. И всегда вот, когда есть выбор, это вносит свои коррективы. Всегда тяжело выбрать. Вот. Но неважно, мы справимся. Уборочная полным ходом идет. Такие комбайны, видите, John Deere есть. Ну и наш Гомельский Полесье. Работают, трудятся. А это дорожники. Кашивают обочины, следят за состоянием обочин. Так, мы на месте. Дима к нам присоединился. Он специалист по ЗИЛам. Так что он нам сейчас поможет сделать наш выбор. Но мне, Дима, почему-то вот этот, смотри, ровный. Передняя морда у нас есть. Ну, капот немного. Сейчас будем выбирать, потому что выбор непростой на самом-то деле. Нужно посмотреть и моторы. Вот состояние рамы тоже. Печаль. Мокрые мосты. Такое себе, нюансов хватает, конечно. Мне вот этот больше нравится. А ты как, Дим? Как-то поровнее. Ну и мосты более сухие. У них пробеги. Пробеги, Дима, у них большие. Здесь колеса более-менее. Шлангом.
Шлангов на подкачке нету, не знаю. Что тут как. Ой, что-то смотрю, уже не хочется, Дима. Моторы все в масле такие, знаешь, тут пробеги большие, но нам-то особо это пофиг. Тут пробеги у машин есть. Глушак новый стоит какой-то. Ну, такие езженные машины, блин. Ну, ладно, посмотрим. Карданы такие, как вклинившие, блин. О, не провернуть. На лебедку. Ой, тут вращается. Ладно, сейчас будем принимать решение. 738. Ну-ка. 167, 738. Взглянем. Не знаю даже. Ну, как бы, видишь, нам пилить его. Все равно нам нужно вот этот щит весь выпиливать. Фактически. Вот. Я даже не знаю, как вот нам нужно будет эти крепления оставлять как-то, понимаешь, выпиливать. Не знаю. Вообще это безумный проект мы затеяли. Но обратного пути уже нет. Обратного пути, к сожалению, уже нет. Состояние мотора здесь, ну, сами видите. Трамплеры, все тут уже не родное стоит. Электрика вся делана, переделана. Провода менены. Машина ходила, это однозначно. Это однозначно. Бак. Ну, посмотрим. Сейчас будем запускать, надеюсь. В баке какая-то то ли пена, то ли что, не пойму. И фонарика не хватает мощности. Ну что ж, облазив все, наверное, все-таки мы останавливаемся на этом зилке. Сейчас дождемся хозяина и будем начинать вести переговоры. Нормальный зил. Мне кажется, нормально вполне. Для того, чтобы выпилить здесь все изнутри, наверное, это нормальный вариант. Теперь остался открытый вопрос, доедет ли он. Ну, и как двигатель тоже вопрос открытый. Как здесь двигатель? Вообще, что мы покупаем, блин. Надо прикрутить лючок сразу. Здесь просто не хватает стопоров, которые мы можем вот так вот сделать, я думаю. Чик. Ну, еще не факт, что мы покупаем его. Ну, как бы потом забудем, и не хочется терять на это время. Вот так. Все. Здесь такие стопора должны стоять. Большие, длинные. Все, ждем хозяина. Сейчас он привезет аккумулятор и бензин, и попробуем запустить. Я здесь сливал в ту воду, краны, может, открыты. Открытый краны, да. Отбивали. Леечка так себе что-то. Дима, краны. Да? Сухо? Не может быть. А вот потекла. Ой, потекла. Надо перекрыть. Один с радиатора и два с блока, справа и слева. Не, они всех не будут.
один кран не закрывается. Один я закрыл, а вот второй ни хрена. Он как будто там типа резьбы нету. Капает, но слабо. Слева от тебя. Воду залили. Сейчас будем подключать топливную систему. Забыл хозяин ключи. Сейчас сгоняет за ключами. Они вот такие зилы как бы хоженые, подушатанные, но восстановлены. То есть сделаны краники, чтобы все откручивалось, закручивалось. Приведен в порядок зил после вояк. Уже он такой готов, чтобы ехать. Сейчас нужно шланг нам вот этот открутить и прикрутить сюда. Вот так вот сделать. Это нам позволит подсоединить канистру. А потом и бак впоследствии. Я просто смотрю, что вот у него якобы он на баке и был. Надо шланг удлинить. Кусочек шланга надо будет. Ну, сейчас найдем. Здесь можно ЗИЛ собрать. Кстати, вот эти шланги, это похоже на АТСовские зеленые такие. АТС вот такие зеленые шланги. Здесь трубки всякие. Сейчас что-нибудь найдем. Ладно, пошли вот эту возьмем. Почему мы не можем купить ЗИЛ, приехать вот так на ключ и завести? Постоянно какая-то проблема. Еще нужно реанимировать. Там слезы внутри. Чувак приехал, посмотрел. Думает, что они там делают, блин. Поехал. Обиделся, что мы на него не обратили внимания. О! Все. Колесница заведется. Все, ждем ключи. Ого. Это военный ящик. Да, военный. Так. Так, где плюс, где минус? А, это же больше. Больше это сам на плюс. Да. Что ты включилось? Приборы все вот так, непонятно. Зарядка есть, давление 4. Что-то клинит в приборах. Но мотор так нормально, на холостых даже сразу на холодную берет. Вроде живой. Надо отпустить там, короче, или повернуть чуть-чуть сюда. Да, всегда все так говорят. Так мы можем сделать сейчас. Только это надо заведенным подрегулировать.
Вы же еще не забираете. Мы это подпроектируем. Чего не забираем? На что вы еще не забираете? Ну, если бы все было нормально, так забирали бы. Передний мост я сейчас вызовут, который делал. Пускай там что-нибудь проверить не надо. Передний мост, я не помню, подключают, там, подключили, не подключили, наши кнопки включают передний мост. Ну, не знаю, такое себе. Надо думать. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Даем 3 месяца бесплатного эквайринга. А еще терминал и кассу. Откройте бесплатный счет для бизнеса. Пошел дождик, я уже выехал домой, еду. И принял решение подождать. И хозяин обещает нам подделать все нюансы, которые есть, которые выяснились по сути. То есть, он стреляет очень сильно, то есть зажигание подрегулирует там по электрике, передний мост не включается. Он будет заниматься этими всеми доделками, можно так сказать. Но и как бы договорились, здесь, как только он сделает, наверное, поедем да заберем этого зила. Вариантов у нас нету. И, он более-менее нормальный, нам все равно пилить. Вот, поэтому, думаю, будем забирать. Так что такие новости. Ждем информации от хозяина. Мы второй раз уже на месте. Вторая попытка. Дима за камерой, как обычно. Ну и попробуем уже в этот раз забрать. Все-таки было принято решение. Долго я мучился, не спал, думал, надо брать. Потому что сидельный тягач — это единственный вариант. Поэтому опять, как обычно, ждем хозяина. Договорились на 2:30. Я в 2:30 тут, его, к сожалению, нету. Вот, 2:31. Ну как так? Ну ждем, сейчас будет запуск, жарища. Вроде то жарища, то тучи, не знаю. Здесь жарко, там в тучах все. Надеюсь, дворники тут работают. Как, будем кипеть или нет по дороге? Конечно, нет. Не будем, потому что это что, Дима? Это ракета. Ракета, правильно. Так что ждем опять хозяина и будем запускаться. Вроде бы по заверению хозяина, он нам сделал машину на бак, перевел, залил 25 литров бензина, ну что-то такие есть на дне там. Ну посмотрим. Но в любом случае нам до заправки здесь, километров еще 30 ехать. Не 30, но 20 точно. Поэтому, наверное, надо будет съездить нам на заправку еще дозаправиться. А, Дим, как ты думаешь? Доедет. Не, это рискованно. Думаешь, доедет? А мы, может, еще у него десятку попросим, может, у него есть. Аккумулятор с Monster Max. Не обращайте внимания, что он такой грязный. Я его помыл, если что. Друзья, пишите в комментариях. Я немного переживаю, что покупаем, поверху рынка зила и не супер состояние. Но это единственный у нас возможный вариант. Этот зил хуже, однозначно. Ладно. Как говорил я всегда, дорога покажет, на что способна машина. Если он доедет до дома, значит это пушка. Так, а запаску они тут сделали? Ну, вроде поставили. Здесь какая-то конструкция. Ну, типа тросик идет через ролик. И вот там потом поднимает ее как-то. А, вот она зафиксирована, Дим. Вот она зафиксирована, видишь? На гайку колесную. Все нормально. Там крюк, видишь? Все нормально, значит. Все в норме, козырек он там нам положили, видишь, солнцезащитный. А люк мы сами тогда приделали, по-моему, да? Да. Видишь, тогда я как чувствовал, что нам придется его забирать. Нормальный аппарат. Все равно здесь вырезать. В общем, друзья, оформили все документы. Все. Зилок уже наш. Сейчас зальем 20-ку бензина. Ты чувствуешь звуковую ось? Вот ЗИЛ можно даже по крышке бака определить, сколько он проехал. Да, оно все закоцано тут за. Ты точно бензин?
Это как вода. Кто его так хранил, бедного? Короче, надо маслить чуть-чуть. Какое-то масло, блин, военное, походу. Оригинал. Сейчас дольем. Все, оформили страховку, готовы к выезду. Немножко волнительный момент, но я как бы привык уже к этой теме военных перегонов. Так что, я думаю, справимся. Единственное, главное, чтобы справился ЗИЛ. Вот. Но, в принципе, документы у нас все в норме, можем выезжать. Пробуем. Добрались до заправки, короче, вибрация ужаснейшая. Справа в двери там так гремит, у меня уже ничего не слышу. Но валит он нормально, по-моему. Дима не успевает меня обгонять, чтобы снимать для вас перебивку. Так, ЗИЛка сейчас зальем, наверное, литров 80, я думаю. Нам должно бы хватить до дома. Но лучше 100, наверное. И будем продолжать наш путь. Интересно, какой расход в ЗИЛке в нашем выйдет. Но судя по количеству текущего масла, это расход тоже будет большой. И воды. Вот, надо сейчас обязательно посмотреть воду, потому что плывет водичка. Ну, неважно, дольем
Нам, в принципе, здесь 100 километров до дома. Так, едем. Сейчас тоже остановились на небольшую стояночку. Вода плывет сильно, даже на рабочую плывет. Поплыл даже бак у нас немного. Но сейчас обойдем, проверим колеса, затяжку, температуру и карданы глянем, потому что, ну, неизвестно. Давай перед пройдемся, так. Запах такой чуть-чуть присутствует, ну, должно быть все обойтись. Жалюзи откроем больше, да? Жалюзи откроем, там рычага жалюзи у нас нету. Какая вибрация дичайшая идет в двери, что просто. Вот это вибрация. Так сделаем. ЗИЛ, ёпта, ремонтируется все за 3 секунды, но оно все добитое, вот и все, Дима. Вот оно все добитое. Мы хотели хорошие двери, получили добитые двери. Ладно, мы все сделаем. Фигня, ладно. Самое главное, что он едет шустро, и это нас спасет именно в нашем проекте. Ну так все с хранением, вот все в солидоле, ё-моё. Смотри состояние, огонь. Главное, чтобы ничего не отлетело в нем, бля. Ну это нормально. Так, заехал на крыницу. Сейчас тут у нас уже все в масле, да? Да, херячит с гидрача куда-то. Ай, не туда, куда надо. Открутилась крышка или что? Что тут с водой у нас интересно еще? Ну, тут вроде нормально все. А что же с гидрачом у нас вопрос? Воду пока что не буду доливать, наверное. Хотя долью там остатки, да наберу, пока здесь в крынице. Лучше наберу. Вот по гидрачу вопрос, конечно. Как там получится у нас добраться или нет. Но в любом случае водички наберем. Ну, самое главное, что он не кипит. Вот, это самое главное, что все четко в этом плане. Ну, по маслу тут, может, как-нибудь доедем.
Здесь вот у нас в деревне Княжицы есть такая крыница. Вот, ну а нас она, надеюсь, выручит. Не так, наверное, быстрее будет, а? Все, поехали дальше. Ну, хоть бы гидрач наш дотянул. Стук здесь такой, что просто невозможно ехать. Ничего не помогло, то, что я там убрал. Да и ладно, хрен с ним. Начал разбираться здесь и понял, что когда зажимаю, ей не хватает до зажима. То есть нужна еще одна гайка. Вот, сейчас поставлю еще одну гайку, и тогда, я думаю, будет лучше. Просто резьба заканчивалась, и она не дозажималась, барашка. Ну и сама крышка, соответственно. Сейчас вот подожму, наверное, должно быть все четко. Вот так. Да, походу в этом и была причина. Вот так. Все. Сейчас будет нормально, надеюсь. Все, стартуем дальше. Ой, да, друзья, соскучился я по этому драку. Перегонному, блин. Так все отзывается на педальку хорошо. Поехали. Впереди дождь, не знаю, как нам ехать, потому что дворники не работают. Видимо, отсутствует механизм. Ё-моё! Неважно, как-нибудь прорвемся. Впереди дождь и красивейшая радуга. Мощная. Надеюсь, он сильно нас не зацепит. Какая красота! Пытаюсь тягать вручную, но ничего не получается. Видимо, там не зажаты нормально дворники. Но видимость более-менее, я думаю, нормально. Мы едем 60, 50. Будет нормально. Люк закрыл, он откручен, видите. Но будем ехать потихоньку. Пока что все нормально. Ехать можно. На крайняк можно рукой вот так прочищать и ехать. Все отлично. Так видимость нормальная. Все, не буду отвлекаться. Продолжаем движение. Если въезжаешь в лужу, сзади просто шлейф. Прикольно, но дождь уже прекратился. Сейчас стекло высохнет и будет гораздо легче. Так, ну на подъезде сразу проверил полный привод. Все работает, это отлично. Ну как бы мотор работает хорошо. Ну вот он шепчет. Но на 40 вибрация зашкаливает. Не знаю, что там такое. Видимо, что-то с карданом, наверное, скорее всего. Гидрач, кстати, перестал плыть после того, как подзажал я крышку. То есть все сухо.
загоняем его пока что сюда, а потом завтра разберемся. Все, заезжаем на базу. Все, пусть отдыхает. Ну что ж, думаю, скажем Зилку огромное спасибо за то, что он нас довез, не подвел. Ну, мелочевка там всякая, ничего страшного. Вам же, друзья, огромное спасибо, что были в этой серии с нами. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь. Дальше будет еще интереснее. Всем вам огромной удачи. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого наилучшего. Всем пока.